привет! Сегодня, как и обещала, будет третья часть видео по вязанию данного джемпера. В этой части я вместе с вами свяжу рукава. Вот они у меня уже готовы. Джемпер у меня полностью готов. Осталось его только лишь постирать. Вот. Расход пряжи я уже вам могу точно сказать. Здесь у меня ушло неполных 4 моточка. Крючок здесь номер 4 у меня. И в 100 граммах 480 метров метраж пряжи. При моей плотности вязания вот такой расход. У вас, конечно, может быть немножко другой. Но примерно одинаковый должен быть. Ну, может быть, чуть там плюс-минус там вот это количество. Но, естественно, на этот размер. У меня размер здесь 46-48. Подойдет как и на 44, так и на 50. Ну, естественно, что размер можно связать любой, если сделать небольшие нехитрые расчеты при помощи образца. Рукав этот вяжется очень просто вот таким способом. Буду вязать так еще. Мне очень понравилось. И рассчитать его очень легко. Я потом там подробно все рассказываю. За счет того, что вот здесь у меня сделаны прибавки и связана здесь небольшая такая имитация оката, спущенный рукав здесь смотрится хорошо. Не делается вот здесь в подмышке огромного количества складок. Вот, поэтому буду так вязать и дальше. Вот, что еще не сказала. Так, расход сказала, размер сказала. Ссылочки на первые две части будут в описании к видео, в первом комментарии. И я еще постараюсь закрепить здесь, вот где-нибудь в правом верхнем углу тоже смотрите. Вот, фотографии будут в сообществе. Ну и в моих соцсетях. В сообществе, конечно, найти гораздо быстрее. Ссылочку я тоже оставлю в описании. Поэтому смотрите внимательно, вяжите, создавайте свои красивые джемпера на весну, радуйте себя, может быть, радуйте своих близких. Всем приятного просмотра. Если что-то непонятно, задавайте свои вопросы в комментариях. Вот. И до новых интересных видео. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новинок. Итак, приступим к вязанию рукава. Сейчас нужно измерить свое запястье в сантиметрах. Можно сделать чуть пошире, можно сделать чуть поуже. В общем, как хотите, так и делайте. Я вот довольно так сделала узенько по запястью. Вот так, в общем, измеряете. У меня получается 17 сантиметров, если совсем в облипочку. Если хотите пошире, то делайте пошире. И берете, потом переводите это в столбики по плотности вязания, как уже я вам объясняла. Набираете количество петелек и вяжете крючком меньшего номера. Я вязала крючком номер 2,5. Весь манжет на высоту крючком меньшего номера. Высота манжета у меня составила, сейчас скажу сколько, 6 сантиметров. Вот. Как набрали высоту манжета, провязываем сразу же установочный ряд. Одновременно в этом установочном ряду сделаю я прибавки на рукаве сразу же на всю ширину рукава, чтобы мне постепенно потом не набирать эту ширину, поскольку в таком узоре будет, да, в принципе, можно, конечно, в любом узоре сделать, но нужно будет следить, считать. Это, в общем, не очень удобно, поэтому я решила сразу же набрать ширину. Как узнать, сколько вам нужно здесь сделать столбиков? Вот. У меня высота проймы 18 сантиметров, то есть с одной стороны. С другой стороны тоже 18, то есть по кругу получается 36 сантиметров. То есть и я должна в итоге прибавки рукава сделать до диаметра рукава 36 сантиметров. То есть расширить его, чтобы вот здесь получилось 36 сантиметров, чтобы мы могли вот так состыковать пройму с рукавом. Вот. Поэтому я вам рекомендую делать следующее. Набирать такое количество столбиков, чтобы у вас оно равнялось половине проймы. Чтобы потом просто вот в этом ряду, в каждом столбике вашем сделать
в каждый столбик по 2 столбика с одним накидом. И вы получите то количество сантиметров, которое вам нужно. И все. Как правило, но если, конечно, вам подходит такая величина, если нет, то потом в итоге, может быть, если у вас здесь будет совсем узкое запястье, ну хотя вряд ли, конечно, тогда как-то у вас, может быть, ритм прибавок немного изменится. Но если вот сделать конкретно так, то есть набрать сначала количество столбиков, равное 18 сантиметрам, вот, и потом вот в этом ряду, после того, как связали манжет, в каждом столбике связать по 2 столбика в один столбик предыдущего ряда, то сразу получите вот такую ширину, которая у вас уместится вот сюда. Вот у меня сделано то же самое. Вот, когда вы набрали, сделали прибавочки, да, все, вяжете по кругу поворотными рядами, поскольку если вы не будете вязать поворотными рядами, а узор здесь вот из таких вертикальных полосок, то у вас эти вертикальные полоски будут уходить в сторону. Поэтому в лицевых рядах у нас, как мы вязали, вот здесь вот будут 3 столбика в одну петлю, рельефный лицевой, а вы связали лицевой ряд, повернулись и в обратную сторону вяжете изнаночный ряд, как мы вязали там, галочка и рельефный изнаночный. Вот, и набираете высоту рукава. У меня высота рукава вместе с манжетом получилось, сейчас скажу сколько. Причем при набирании высоты рукава вы должны будете учитывать тот спуск плеча, который у вас здесь есть. Вот у меня рукав 41 сантиметр. И у меня спуск плеча получается где-то 5 раппортов. 5 раппортов это у меня 9 сантиметров. То есть итого рукав 41 плюс 9 получается 50. Как раз это вот та величина, которая мне нужна. У вас может быть немножко по-другому. То есть вы измерьте свою длину от запястья до той точки, до подмышки. В согнутом состоянии рука должна быть. И посмотрите, какой у вас спуск получается, измерьте то, что вы навязали. И приплюсуйте это, вернее, из общей длины рукава вычтите вот этот спуск. И получите, сколько вам нужно связать по длине рукав. И в конце, для того, чтобы был такой более плавный переход от плеча к рукаву, вот в таком именно виде, я сделаю такую имитацию оката рукава небольшую. Вот. Ну вот, я даже еще ниточку не оторвала. Кстати, не сказала, что дальше мы уже и прибавки мы уже делать будем вот после манжета уже крючком, тем, которым мы вязали основное полотно, то есть который у нас больше, по которому у нас рассчитана плотность основного полотна. Так, дальше приступаем. Вот я нитку еще не оторвала. У меня получилось по кругу 20 раппортов узора. Я сейчас вот так же по раппортам буду закрывать, чтобы сделать такое небольшое вот тут увеличение. Вот так, на рукаве. Я сначала закрою 3 раппорта сюда. И здесь у меня останется в конце ряда тоже 3 раппорта. Приступим. В общем, вот это начальная у нас петля. Просто перехожу соединительными столбиками, как я там делала вот в плечевых скосах. Просто перехожу 3 раппорта. Если вы не видите где, то можно здесь маркер повесить. Так, первый я раппорт провязала. Второй раппорт я провязала. И третий раппорт я уже почти провязала. Соединяюсь вот в рельефном лицевом. Перехожу по узору вязать. Так, дальше у нас должно быть 3 столбика с накидом в одну петлю. Я делаю следующее. Столбик без накида, полустолбик, ну, в общем, как мы вязали на плече, и полный столбик с одним накидом. Дальше рельефный лицевой,
И дальше я вяжу по узору количество раппортов, не довязывая вот эти последние 3 раппорта. Вот эти 3 последние раппорта я вязать не буду. Раппорты я вязать не буду, я их оставлю. Вот сейчас я провяжу, сколько мне тут нужно: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. В 12-м я подключусь и сделаю снова спуск. Эти 3 раппорта я вязать не буду. Сейчас вот до этого довяжу и подключусь снова. Так, вот у меня до конца осталось 4 раппорта. Вот в этом вот раппорте, который 4-й получается от конца, я сделаю как бы переход плавный. Столбик с накидом, полустолбик, столбик без накида, соединяюсь в рельефном лицевом соединительной петелькой. Так, и поворачиваю вязание. Теперь я буду закрывать 4 раппорта. 1, 2, 3, 4. Дальше я провяжу, и останется у меня еще 4 раппорта не провязанными. Так, сейчас я соединительными петельками пройду просто вперед 4 раппорта. Так, 1 раппорт, так, 2, 3 и 4, последний. Так, соединяюсь в рельефном изнаночном здесь. Перехожу вот сюда в средний столбик вязать как бы галочку, но здесь с нюансиком небольшим. Так, столбик с накидом, ой, столбик без накида, воздушная и столбик с одним накидом. Так, и дальше я провяжу по узору те раппорты, которые у нас здесь остаются. 4 оставшихся последних в этом ряду раппорта я провязывать не буду. Так, получается 1, 2, 3 раппорт провязываю. Так, 4 провязываю. Так, сколько мне нужно еще? Так, 1, 2, 3, 4, это мы не будем. Вот у нас остается 2. Этот я провяжу полностью. Так, по рисунку рельефный изнаночный. И вот в этом последнем я сделаю то же самое. Так, столбик с накидом сначала идет, поскольку у нас в другом направлении должен быть скос, воздушная и столбик без накида. Соединяюсь в рельефном изнаночном соединительной петелькой. Все, вот мы завершили рукав с таким небольшим возвышением. Вот, надеюсь, видно, что здесь такое образовалось возвышение небольшое. Она имитация такого как бы акатика небольшого. Ну, немножко он так идет по стороне. И теперь мы сшиваем по шву. Так, вот рукав мы не выворачиваем никаким образом. Оставляем именно вот так вот в сложенном состоянии. Вот как у нас здесь все идет, вот эти вот ступенечки мы так и выравниваем. Откладываем пока. Выворачиваем основное полотно на изнаночную сторону. Выворачиваем. Так, рукавчик вставляем
Вот в таком же положении, как он у нас здесь идет, вставляем в пройму его. Вот так прям лицевой стороной туда внутрь. И делаем так, чтобы у нас вот верхушка рукава, именно серединка совпадала вот здесь с верхушкой, а вот тут вот серединка совпадала здесь. Туда все это подсовываем. И либо иголочкой с ниточкой, либо крючком просто зашиваем, как я вам показывала, когда зашивали плечевой шов. Можно, в принципе, и крючком соединительными столбиками пройтись будет точно так же. Вот и все. Аккуратненько все вот так состыкуем. Можно даже, кто не очень как бы уверен, можно иголочками здесь приколоть по всему этому вот периметру, чтобы все аккуратненько было. И пришить. И все, получится у нас рукавчик. Всем огромное спасибо за внимание. Я надеюсь, что все у вас получится, что все вам понятно, что это видео было для вас полезным. Если это так, то обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые публикации. Всем пока-пока, увидимся в новых интересных видео. Творите, придумывайте. Всем приятного творчества, всех с весной, не болейте, будьте счастливы, любимы, чтобы все у вас было хорошо. Пока-пока.